отсюда. Все то, что я так любил, постепенно исчезает. Я смотрю в зеркала и вижу сквозь отражение. Мертвые меня обнимают, в ухмылке вечно повторяют: ты ничего не теряешь, ты ничего не теряешь, ты ничего не теряешь. Жизни как шахматы, но есть отличие в том, что проигрывать люди боятся, но побеждает лишь тот, кто смог склонить их к смерти своей. Я больше не боюсь. Я шизофреник, мама, и не уйду отсюда. В этой системе я один. Я шизофреник, мама, и не уйду отсюда. В этой системе я один. И не уйду отсюда. Жесть, устал. Столько работы было эту неделю. Еще Kingdom Come Deliverance 2 вышел. Ой, надо проветрить мозги. Ладно, погоню. Так, портфель, дрон. Что нужно, да? Так, труселя, носки. Так, бацы возьму. Что еще надо взять? О, а до диеты же еще часов 7. Ну, еще и целый ништяк. Так, с просони надо умыться. Вот это местечко подходит. Ух, нифига себе, тут посерфить можно. А, нет, слишком близко волна скрывается. Только если такой водный скейт с пляжа стартануть, не знаю, как он называется. Вон там вижу какие-то волны. Так, ну пока что волны маленькие. Зато спот крутой, на самом деле. Когда волны сюда придут, то так как спот здесь песочный, а не каменный, то на нем намного приятнее кататься, потому что ты башкой бьешься не об камень, а песочек, что всячески намного приятнее. Ладно, погнали дальше. Пацаны, взял себе спортбайк. Жесть, он гонит по сравнению с KTM-кой. А главное, ветер вообще не чувствуется. Потому что здесь вот это стекло наконец-то добавили. Я сейчас сотку еду, попробую 120 выжить. Но, допустим, если я 80 на KTM-ке ехал, меня прям сдувало с него. А здесь особо не чувствуется скорость. Ну, чувствуется, наверное, больше по звуку, потому что он жесть какой громкий. У меня уже башка слегка трещит от него. И я, кстати, не знаю, меня вообще будет слышно или нет. Я теперь, наверное, в том лагере ублюдков, которые по ночам, знаете, ездят на мотиках нереально громко. Вот этот такой же. Теперь пришло время для зарядочки. Для зарядочки я выбрал вот здесь лесенка есть, наверх можно подняться
и увидеть храм. Это, на самом деле, не особо знаю историю этого храма, но я здесь видел наверху тигра. И здесь видел монахов. Соответственно, мой аналитический склад ума позволяет мне сделать логическую цепочку, что это школа кунг-фу стиля тигров. Потому что тут прям монахи лысые ходят. Я бы не сказал, что они подкачанные. Но я не знаю преимущества стиля тигров. Поэтому, кто знает, может, у них тактика такая. Братаны спускаются, главное, чтобы они мою камеру не отжали. Вот они. Незаметно проходим. Обезьяны тут, говорят, супер дикие. Они, во-первых, все блестящие, телефон. Ой, а там еще, короче, дети и мамаша. Вот это, блин, супер опасно. Ладно, незаметно надо пройти. Так, мамаша прошла. Пацаны идут. Короче, а если она вас укусит, а точнее сейчас, если они меня укусят, то потом в больничке, блин, полгода лечиться. Нормально. Вроде прокатило. Я нашел в интернете, что это за храм. Это, к сожалению, не школа кунг-фу. Храм называется Ватам Суа. Не знаю, правильно произношу или нет. Возник в 1975 году, когда монах Аджан поселился для медитации в пещере. Постепенно вокруг пещеры вырос лесной монастырь и центр практики. А главной стройкой стала крутая лестница, по которой я сейчас забираюсь. Высота этой лестницы, высота подъема составляет 300 метров, а количество ступенек 1260. Вообще, на самом деле, обожаю этот район, он называется Краби. И самое классное сюда — это дорога на мотоцикле по отличной и красивой дороге. А также очень много прикольных, интересных мест для посещений. Тут есть горы, мангровые леса. Причем горы, знаете, как в «Аватаре». Да и вообще все местные пейзажи часто снимаются в фильмах. Там пляж с Ди Каприо, Джеймс Бонд. Еще обожаю останавливаться в Краби Таун. Не самый туристический город, но является столицей провинции. У него есть очень долгая и крутая набережная. Я ее всю так ни разу не прошел. И, кстати, суммарно здесь где-то по ценам на 30% дешевле, чем в Пхукете.
А что если человек это совокупность тела и души, словно компьютер, совокупность железа и программного обеспечения? Под железом я имею в виду процессор, оперативную память, жесткие диски, видюху и тому подобное. Также и тело – набор инструментов, который обеспечивает среду обитания для программного обеспечения, или иными словами души. В итоге, когда рождается тело, то формируется программа, которая впоследствии загружается в него. Далее, после успешной загрузки души, формируется древо всех возможных жизней для этого человека. Вселенная будто квантовый компьютер, а может так и есть. Короче, она просчитывает все возможные варианты развития событий для данного человека и формирует, так сказать, паутину, или лучше древо жизни, состоящее из огромного количества, но ограниченного числа веток. Эти ветки формируются исходя из окружения, времени, типа организма и всех возможных факторов влияния на него. А дальше начинается сама жизнь. В итоге у человека есть только выбор, и благодаря этому выбору он двигается по этим веткам. Одни пути могут рано закончиться, а другие подняться до небывалых вершин. Насчет быстро закончиться всегда есть такой вариант, называется самоубийство. Но самоубийство – это бракованная программа. Ее лучше закинуть в архив и не возвращаться к ней или вовсе стереть. Самоуничтожение неприемлемо. Также самая сложная ветка подсвечивается, и на ней человека ждет максимальное количество испытаний. Эта ветка в результате сформирует очень сильную личность, программу, душу, интеллект. Эта ветка упоминается в религиозных книгах, и все называют ее по-разному. Судьба, путь Бога, путь Аллаха. Когда человек движется по ветвям жизни, то исходя из его выборов формируется определенная функция, согласно которой он принимает решения. Благодаря знанию этой функции можно просчитать наиболее возможные сценарии развития каждого человека, что и делают предсказатели. Конечно, чем человек моложе, тем труднее просчитать конечную ветку. Все вроде логично, но что если помимо формирования новой программы, также подгружаются две старые программы, которые уже были в этом мире – ангел и демон. Задача демона – как можно сильнее отдалить человека от пути Бога, а задача ангела – как можно ближе приблизить к нему, а в идеале и вовсе провести по нему. Главный вопрос заключается в том, для чего такая структура. Мне кажется, лучший вариант использовать пример в нашем мире. Допустим, мы создаем искусственный интеллект и начинаем его обучать в нашем же мире. Не просто обучаем, а даем возможность влиять на наш мир физически, то есть загружаем его в тело робота. Соответственно, проблема в том, что такой организм может оказаться проблемой для создателей, потому что мы грузим ребенка во взрослое тело, которое даже может превосходить по некоторым параметрам нас самих. В итоге мы можем навредить сами себе. Поэтому наши жизни отделены от мира Создателя. Таким образом, что при всем своем желании мы никак не сможем навредить тому миру. Это своего рода школа, результатом которой является выпуск в тот мир. И вот по всей этой логике получается, что существует 4 возможных выпуска школы Земли. Ад, чистилище, рай, мир Создателя. Ад – это архив бракованных программ, только тех, что самоуничтожились в процессе жизни. Чистилище – место, куда отправляются почти все программы после смерти. Здесь проводится своего рода корректировка, потому что не все уроки мы можем усвоить за ограниченный промежуток времени. Рай – виртуальный мир для обычных программ. То есть после чистки воспроизводит их желаемый мир. Допустим, там, встретиться со своей семьей и жить счастливо. Где у каждой программы будет свой собственный рай, который будет подстраиваться под каждого. И, наконец, мир Создателя. Туда проходят только те, кто осилил хардкорный режим, а значит он усвоил все требуемые уроки самостоятельно, и данная программа может быть полезна в его мире. Ладно, что-то я завис, надо пойти помыться.
Все, добрался я до топового места для купания после этого жесткого подъема. Горячие источники здесь реально горячие. То есть температура воды, на мой взгляд, мне кажется, ну как в ванной. Мне 40 градусов. Здесь вот из таких вот ванночек горячая вода оттуда течет. И вот туда стекает. Температура воды везде одинаковая. Но, наверное, чем ближе здесь, то получается чище. Я обычно туда спускаюсь. Там супер много народу сейчас. Невозможно. И если вот минут 40 здесь поторчать, то так распариваешься, мне кажется, жестче, чем в сауне. И потом, как пельмешка, через эти ванночки переваливаешься вниз, вниз, вниз и доходишь до вот грязной воды. Грязная вода, там прохладная вода. И распаренный в прохладную воду — это то, что надо. Прям вообще лютый кайф. Конечно, не ледяная ванна. Вот тут, кстати, в Таиланде очень популярны ледяные ванны. Я один раз там попробовал, я, блин, чуть сознание не потерял. Короче, распариваешься жестко и лезешь в холодную воду, а в холодную воду еще добавляют кучу льда. И кто сколько сидит, кто-то может там минут 5 сидеть нормально. Я тоже залез, ну что, я же не буду сразу выпрыгивать. Конечно, надо показать себя. Ну, короче, минуту я посидел в этой ванне, и у меня... Я начал сознание терять. Я думаю, ладно, выползаем. Но самый кайф начинается потом. Когда ты выходишь из этой ванны и идешь там в другую воду, именно не такую горячую, а... Ну, я не знаю, сколько, градусов 28, обычный бассейн. То у тебя по телу такое классное ощущение идет, как будто куча иголок в тебя втыкает. Но приятно, приятно. Чтоб не сочтите мазохистом, это, я не знаю, как сказать, вот эти иголочки приятные. Чуть-чуть так колят. Вот, сейчас теоретически я могу вот в эту большую лужу запрыгнуть. Единственная проблема — у меня микрофон. И камера в руке. Главное не навернуться. И они обе сейчас водопроницают. Блин, ну вот это получается самая большая ванна. Фу. О, здесь прям... Сейчас, я на каком-то камне. Ну, по пояс. О, да. Просто лютейший кайф. Сейчас я попробую дойти до туда и показать другие ванночки. О, нифига себе. Здесь дырка, вон. Никто там не сидит. Нет, у меня прям по плечи. Так. Дошел до следующего перехода. Но я туда уже не полезу, обратно я реально хрен вылезу. С этим микрофоном и камерой, поэтому так покажу. Она вся выдвинулась. Вон и в конце народ в такой грязной воде купается. Это как раз там, где холодная. Но я бы не сказал, что вода грязная. Там просто дно из... Назовем ил. Я плохо в этом шарю. Так, где здесь дырка? Я хочу в эту дырку. О, да. Так, все, пацаны, я ночью в джунглях. Не знаю, насколько видно будет,
меня и животных. С погодой не особо повезло, идет дождь, но не сильный. Я вот в таком комбинезоне. Вот мой гид. Его зовут Босс. И он, кстати, спасатель. Так что есть что. Я в надежных, под надежным контролем. Вот на таких деревьях я сегодня, когда на тюбинге катался, змей видел в паре. Сейчас их что-то не вижу. Так, я нашел птицу. Пробуем ткнуть ей в лицо камерой. Ей вообще пофигу. Так, первое животное найдено. Я, короче, в джунгли ходил найти таких животных, а смотрите, кто ко мне приполз. У него глаза как у крокодила. Он всех в квартиру пошел, домой пошел. Реально? А, нет, вон оно. Там он может пролезть через крышу, там дырка. Не, ну ладно, этих я не боюсь. А у меня, прикиньте, летучая мышь в номере. С одной стороны огромная ящерица, где-то внизу какой-то таракан, либо жук ползает здоровый, который вот такой размер, мне кажется, он на ноге был. И еще летучая мышь. То есть, нифига себе, у меня тут больше животных, чем я увидел в этом джунгле. Сейчас я попробую палку выдвинуть, чтобы вы посмотрели. Летучие мыши же не кусаются. А я сейчас слышу, где в соседнем доме Костя что-то там бьет, тоже кого-то нашел, видел. Ой, давай, вот. Что делать-то, блин? Что-то я очкую. Ну, смотрите. Надо окно как-то открыть. Что делать? Сейчас я попробую дверь открыть. Окно я не успею. Сейчас там еще кто-нибудь зайдет. Где она? Где она? Вон она, вон она, вон она. Вон у тебя окно открыто. Ой, дверь. Улетай.
Я сейчас 100% кто-нибудь запомнил. Да вон же у тебя дверь, сука, тупая. Вот у тебя дверь открыта. Какой хрен тебе это окно? Ладно, можешь в пень так и спать, короче. Ладно, она, короче, не летит, походу. Ладно, я зуб все не буду чистить. Сейчас еду в Хаусак, местный заповедник. Там такое огромное озеро. Правда, его, я, насколько понимаю, искусственно сделали. Там плотину построили, и очень много воды пришло, и там затопило очень классную долину. Выглядит со стороны как Байкал, но в джунглях. Мотоцикл сменил, а то на самом деле спортбайк. Слегка неудобно на нем ехать, потому что, ну, во-первых, постоянно прижатый едешь, и нету сумок боковых. А у меня уже так много оборудования, там всякий дрон, куча этих палок, переходники и прочее. И мой сундук, этот рюкзак просто забитый под завалку, там реально места в нем ничего нету. Я маску подводную, например, не смог уже взять. А вот здесь огромные сумки по бокам. Они, правда, такие, не знаю, не тканевые, как джинсовые. Но все равно у меня все влезло в нем. В них, точнее.
падал. Она сказала не наступать по бокам, потому что скользко. А вот если идти по воде в скалах, то там... ну, Так, погнали дальше. Закончили этот подъем, сейчас будем возвращаться назад. Блин, я считаю, это лучшая экскурсия была в моей жизни. Я еще чуток на дроне успел полетать, и наконец-то дождь закончился. Но это огонь. Знаете, вот в Европе, мне кажется, такое вообще невозможно организовать. Там сразу, ой, это небезопасно и так далее. А тут чувак у меня спрашивает, типа, а если что-то случится, кто отвечать будет? Я говорю, ну, тот, кто упал, тот и отвечает за свое здоровье. Потому что когда въезжаешь в Таиланд, надо страховку оформить. А так очень классный. И гид понравился, что такой путь выбрала. А не сказала, ой, дождь пошел, сейчас потоки большие, опасные. Никто, кстати, не упал. Я ей 500 бат где-то на чай закину, типа. Потому что это реально лучшее, что я испытывал, вот когда заказывал какие-то групповые поездки.
известному